Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали. Не один узорчик у нас уже связан. Из серых ниточек связаны даже шальки. Кстати, заглядывайте в плейлист шальки, там очень много интересных моделек. Я сегодня покажу вам новый узорчик. И сразу же акцентирую внимание о том, что вы берете любую пряжу, узорчики универсальные, подходят под любую пряжу, самое главное подобрать крючок. Итак, новички, кто еще не работал с данной пряжей, знакомьтесь. Итак, Alize Angora Gold Simli. Дальше идем. В 100 граммах находится 500 метров. По, получается, составу 75% акрила, 20% шерсти и 5% металлика. Видите, ниточка как переливается. И нам советует производитель, говорит, берите здесь крючок от 2 до 4. Здесь то же самое. И я, получается, вязала данную пряжу 3. Вот, я беру 3. Вы, в свою очередь, берете, повторюсь, любую пряжу, подбираете под нее крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Так, я решила начинать с серенькой ниточки. Раппорт сегодняшнего узорчика равняется аж 21 воздушная петелька. Представляете, какой большой раппорт? И я наберу, для того, чтобы показать всю прелесть узорчика, 2 раппорта, это 42 воздушные петельки, и еще одну петельку для того, чтобы узорчик ровно закончился. Итого 43. Ну, а вы набираете, сколько вам удобно. Итак, все как всегда. Вначале у нас идет петелька фиксации, и при наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 43 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43. Вот мой будущий образец. Далее, как и в многих узорчиках, рекомендую сделать, особенно новичкам, вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5 петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5 петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Накид. В следующую петельку точно так же ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. И так далее. Мы шагаем в каждую петельку нашей цепочки и весь ряд вот так вот провязываем столбиками с накидом. Просто по узорчику надо будет пропускать очень много воздушных петелек, и чтобы новички у нас не запутались, не отбили всю охоту вязать, что называется. Поэтому мы подготовим ряд так, столбиками с накидом. Сами себя контролируйте. Количество столбиков должно равняться количеству петелек, которые вы набрали в цепочке. То есть в моем случае 43 воздушные петельки я набрала. Значит, у меня должно получиться 43 столбика с накидом. Ну, у вас, естественно, смотрите, сами себя контролируйте. Не забывайте, что первые 3 петельки подъема, которые мы провязали, это тоже имитация столбика с накидом, считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков я уже провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся и продолжаем наш узорчик. Договорились? Несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики, все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала воздушная петелька, поворот, и сюда же в этот же столбик провязываем столбик без накида. Есть. Далее 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. В столбиках пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4 нырнули, провязали столбик без накида. Есть. Далее следующие 2 столбика, именно в этом ряду, только в этом ряду, будем провязывать столбиками без накида. 1 и 2. Потом я вам покажу. Будем здесь провязывать вместо них воздушные петельки. Итак, 3 столбика без накида. Далее делаем накид, пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3, в 4 нырнули и провязываем 4 столбика с накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3, сюда же 4. Далее смотрите, накид. В следующий столбик ныряем и провязываем точно такие же 4 столбика с накидом. 1, 2, 3,
4. То есть мы как бы добиваемся эффекта, ну, такого вот веерочка. Смотрите, пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4 провязываем столбик без накида. Поняли, да? У нас как бы вот такой вот веерочек. Дальше провязываем еще 2 столбика без накида. 1, 2. Итого у нас здесь получилось 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее, смотрите, делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 нырнули, провязали столбик без накида. Опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 опять нырнули, провязали столбик без накида. Далее опять 2 столбика без накида. 1, 2. Итого здесь у нас получается 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее делаем точно такой же веерочек. Опять накид. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 нырнули, провязали 4 столбика с накидом. 1. Сюда же. 2. Сюда же. 3. Сюда же. 4. Накид. Следующий столбик ныряем и провязываем тоже 4 столбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. Вот, видите, наши столбики. Точно так же опять пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 столбик нырнули, провязали столбик без накида. И еще 2 следующих столбика провязываем столбиками без накида, чтобы у нас получилось 3 столбика без накида. Угу. 1, 2, 3. Далее 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И вот там, где у нас были петельки подъема, в самую верхнюю третью петельку провязываем столбик без накида. Смотрите, мы вам с вами вместе провязали вот так вот быстро весь ряд. Несложно? Несложно. Если вы повторяли точь-в-точь за мной, у вас все то же самое получилось. Идем дальше. Для начала сделаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И здесь будем делать 2 воздушные петельки по узорчику. 1, 2. Итого получается 5 воздушных петелек мы с вами набрали. Теперь вот у нас арочка. Ныряем в арочку, вот в эту же. И провязываем столбик без накида. Далее 2 воздушные петельки. И теперь будьте внимательны. Мы переключаемся вот на наш веерочек. Смотрите. Берем самую первую, получается, первый столбик за верхушку. Вот так вот нырнули. Вытянули ниточку. И вот так вот ее подтянули. Ну, приблизительно на уровень, на высоту столбика с накидом. Да? Где-то вот так вот. Раз. За следующий столбик, за следующую верхушку взялись и вытянули ниточку. Точно так же. Оп. И потянули. Видите? То есть, ну, как бы приблизительно высота столбика с накидом. Далее берем ниточку и провязываем, протягиваем, так скажем, через эти 2 петельки. Оп. И провязываем столбиком без накида. Раз. Далее смотрите, вот видите наши 2 петельки, в которые мы только что протянули ниточку. Еще раз ныряем в эти петельки, вытягиваем ниточку, столбик без накида 2. Опять нырнули в эти же петельки, столбик без накида 3. И сюда же столбик без накида 4. Если вы все сделали правильно, у вас получилось как бы вот такие вот, ну, наискосок такие петельки. Видите? 1 воздушная петелька. Со следующими 2 столбиками повторяем все то же самое. Нырнули в верхушку, вытянули ниточку, подтянули. Следующий столбик нырнули, вытянули ниточку, подтянули. То есть только буквально на 2 столбика. Далее захватываем ниточку, протягиваем через эти 2 петельки. Так. И провязываем столбиком без накида. Раз. Вот у нас уже 2 петельки, видите? Вот, мы их четко видим. Вот они. Нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик без накида 2. Сюда же опять же нырнули, столбик без накида 3. Нырнули, вытянули ниточку, столбик без накида 4. Видите? То есть вот у нас впереди видно прям наискосок. Крестик такой из петелек получается. Воздушная петелька. Повторяем еще раз. Следующий столбик. Взяли ниточку, вытянули, подтянули, держим на крючке. И вторую петельку также подтянули, держим на крючке. Захватили ниточку, вытащили, провязали столбиком без накида. Нырнули обратно в эти же капельки, да, и второй столбик без накида, третий столбик без накида,
4 столбик без накида. Видите? Вот, как бы наискосок опять капелька. Воздушная петелька. И у нас осталось с вами 2 последних столбика. Точно так же нырнули, вытянули, подтянули, держим. Секундочку, не туда нырнула. Следующий, вот раз, два. Нырнули, вытянули, держим. Нырнули, вытянули, держим. Теперь берем ниточку и протягиваем через наши петельки, провязываем столбиком без накида. Обратно вернулись сюда же в эти же петельки, столбик без накида 2. Опять сюда же нырнули, столбик без накида 3 и столбик без накида 4. Поняли, да? То есть у нас получается, наш был веерочек, вот такой вот веерочек, и из него получились вот такие вот интересные загигульки. Так, когда узорчик вырастет, будет интересно. Далее, после 4 наших столбиков без накида, 2 воздушные петельки. И у нас здесь с вами, помните, были такие вот 2 арочки. Раз и 2. Ныряем в первую арочку, вытягиваем ниточку, столбик без накида. 4 воздушные петельки. В следующую арочку нырнули столбиком без накида, провязали столбик без накида. Потом опять 2 воздушные петельки и повторяем с нашим веерочком все то же самое. Понятно? То есть 2 воздушные петельки, потом делайте вот такие вот 4 комплекта капелек, таких, да, интересных. Вот. И в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Самостоятельно провяжите данный веерочек. У вас все получится. Давайте. Так, вот веерочек провязали самостоятельно, да, красоту сделали. У нас таких вот 2 веерочка получается в нашем ряду. Как мы заканчиваем вязание? После последних 4 этих столбиков, да, делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. Вот у нас есть арочка. Нырнули в арочку, провязали столбик без накида, 2 воздушные петельки. И чтобы выровнять высоту нашего ряда, в столбик без накида предыдущего ряда мы провязываем столбик с накидом, 2 петельки. И вы можете провязать 2 петельки и вязать дальше той же самой ниточкой. А я здесь хочу подключить беленькую ниточку. Ну вот захотел мастер, загорелась, да? Смотрите, 2 последние петельки я провязываю беленькой ниточкой. Оп, переключилась. Далее 3 воздушные петельки по узорчику. Раз, два, три. Подтянули серенькую ниточку, да, подтянули беленькую ниточку, поворот. Теперь я работать буду беленькой ниточкой. Накид вот в эту маленькую арочку из 2 воздушных петелек я провязываю 4 столбика с накидом. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3, сюда же. 4. Как только я провязала 4 столбика, я делаю 2 воздушные петельки. Раз, два. И переключаюсь, смотрите. Помните, мы между 4 столбиками, да, делали по одной воздушной петельке, арочки. Так вот, я в эту арочку в первую провалилась, провязала столбик без накида. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Шагаю в следующую арочку, там, где у меня была воздушная петелька. То есть 4 столбика, помните, да? И провязываю в арочку столбик без накида. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И опять, смотрите, шагаю между, получается, нашими 4 столбиками и провязываю столбик без накида. Поняли, да? То есть вот у нас 2 воздушные петельки, 4, 4. Дальше будут опять у нас 2 воздушные петельки. Раз, два. И смотрите внимательно. Вот у нас получается вот такая вот арочка сформировалась. Помните, да? После веерочка были 2 воздушные петельки, 4, 2. Так вот там, где 4, мы провязываем 8 столбиков с накидом. Итак, первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый столбик, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Угу. Вот наш веерочек. Вот тот же самый веерочек, который мы провязывали в самом первом ряду. Поняли, да? А в начале получается у нас пол веерочка. То есть мы провязываем самый первый ряд. Поняли, да? Он, получается, у нас повторяется именно беленькой ниточкой. И вот единственная особенность, помните, мы здесь 3 столбика без накида вязали. Вот. Это те же самые. Столбик без накида, 2 воздушные петельки. Все. А также все то же самое. Опять 2 воздушные петельки. И переключаемся.
опять в арочке между 4 столбиками, там, где воздушная петелька. Нырнули, столбик без накида. Далее 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Опять между 4 столбиками в арочку нырнули, столбик без накида. Раз, два, три, 4 воздушные петельки. Опять между столбиками в арочку, там, где была воздушная петелька, нырнули, провязали столбик без накида. Далее опять 2 воздушные петельки. И смотрите, у нас здесь опять, помните, были 3 воздушные петельки и 2 воздушные петельки по узорчику. Так вот, мы ныряем вот в эту арочку и провязываем 4 столбика, полвеерочка. Раз, столбики с накидом. 2, 3, 4. И заканчиваем ряд, как бы кромочный наш столбик, да. В третью петельку подъема мы провязываем столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Как вам первоначальная красота? Идем дальше. Для начала делаем 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. И будем провязывать точно такие же красивые вот эти вот наши петелечки, да. У нас здесь получается 4 всего лишь столбика, поэтому будет как бы 2 комплекта таких петелек. Итак, для начала мы делаем нырнули, вытянули ниточку, держим на крючке. Вторую петельку нырнули, вытянули ниточку, держим на крючке. Теперь ниточку захватили, протянули через 2 петельки и провязываем первый столбик без накида. Раз. Вернулись обратно в эти же петельки, вытянули ниточку, столбик без накида 2. Столбик без накида 3, столбик без накида 4. Воздушная петелька. Следующие 2 столбика. Нырнули, вытянули, держим. Нырнули, вытянули, держим. Захватили ниточку, протянули через петельки, столбик без накида 1. Сюда же опять возвращаемся. Столбик без накида 2, столбик без накида 3, столбик без накида 4. Угу. И дальше, получается, вы все то же самое повторяете, что вы делали во втором ряду. То есть после 4, получается, наших столбиков без накида, 2 воздушные петельки, и вы ныряете в арочку столбиком без накида. 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. Ныряете в следующую арочку столбиком без накида. 2 воздушные петельки. И опять повторяйте те же самые капельки, да? 4 комплекта капелек на веерочке. Понятно? Вот, что в итоге получается. Угу. Давайте самостоятельно до конца ряда, потому что вы уже знаете, как провязывать. Если что, смотрите на серый ряд и повторяйте серый ряд. Договорились? Все, давайте встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, вот беленькой ниточкой повторили все то же самое. Получилась у вас такая же красота. Смотрите, как мы заканчиваем ряд. Получается, вот мы сделали 2 комплекта, да, наших петелек. И в последние 3 петельки подъема мы провязываем просто обычный столбик с накидом. Но что здесь необычного? Потому что я здесь буду переключаться опять на первую ниточку. Вы можете продолжать той же самой. Вы можете подключать вообще третью ниточку, да, то есть на ваше усмотрение. 2 последние петельки провязываю серенькой ниточкой. Серую сильно не тяну. Буду тянуть, край зажулькается, будет некрасиво. Видите? Аккуратненько протянула. Беленькую подтянуть могу, серенькую уже нет. Далее воздушная петелька, поворот. И сюда же в этот же столбик ныряю и провязываю столбик без накида. Далее смотрите, делаю, получается, 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. Ныряю вот между столбиками арочка из воздушной петельки, делаю столбик без накида. Далее я делаю 2 воздушные петельки. Раз, два. И перепрыгиваю вот в мою арочку центральную. И провязываю 8 столбиков с накидом. То есть я, получается, повторяю точь-в-точь прям идеально первый самый ряд. Помните? Мы точно так же начинали. Смотрите. Столбик без накида, 4 воздушные петельки и столбик без накида. Здесь мы, получается, 2 столбика провязали, да, а здесь вот 2 воздушные петельки. Дальше у нас идет веерочек. И у нас здесь идет веерочек. Поняли? То есть точь-в-точь повторение. Сам по себе узорчик представляет 2 ряда. Веерочек и вот потом такой комплекты капелек, да? Веерочек, комплекты капелек. Сейчас опять будет веерочек, комплекты капелек. Вертикальный раппорт узорчика получается 4 ряда. Раз, два, 3, 4. А сам по себе узорчик всего лишь только 2 ряда. Представляете? Все. Вот такая красота.
Давайте самостоятельно провяжите. Сейчас повторяйте точь-в-точь первый ряд, возвращаетесь вторым рядом. Потом переключаетесь опять на ниточку, если переключаетесь, да, и повторяйте вот третий ряд, потом четвертый ряд. Все, на нужную вам высоту образца. Договорились? Давайте увеличим образец. Схемку я, к сожалению, не прилагаю. Схемка очень плохого качества. Поэтому, девчата, если что, рисуйте сами себе схемки, и у вас все получится. Встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу у нас какая красота получается. Красота, конечно, двусторонняя, но мне все-таки кажется, что видно, что это изнаночка, да? А это лицевая сторона, хотя на любителя. Итак, в моем случае вот так вот тянется. Очень даже хорошо, со всех сторон все прекрасно. Вот, вы можете брать точно так же, как и я, 2 цвета, можете 3, 4, 5, 10, неважно, можете один цвет брать. И по итогу, вот видите, как интересненько. Для чего может быть? Палантинчик, может быть. Ну, из этой пряжи, да. Если это будет другая пряжа, например, летняя, да, приятная для тела. Топики, маечки, почему бы нет? Даже для юбочек тоже, почему бы нет? Ну, с подкладкой, да, конечно. То есть, например, можно перевернуть узорчик, да. Юбочки, платьишки, красота, красота. Экспериментируйте с пряжей. Пряжа может быть любая, с любым составом. И в любом случае, получается, один и тот же узорчик, да, бывает разным, по-разному смотрится в разной пряже. Так что пробуйте. Пробуйте секционную, пробуйте меланжевую, любую пробуйте. Вот в моем случае такая вот нарядная, получается, ниточка. Давайте замерим красоту. Так, я сегодня набирала 43 воздушные петельки. Так, если этой же пряжей, этой же плотностью вязания, как у меня, и моим крючком, то это вот 19, ну, с хвостиком, ну, пусть 19,5. И тут получается у нас 2 ряда одного цвета, да? 2, 4, 6, 8, 10 и первый ряд 11. Если брать, ну, вот по самой высокой точке, да, если мы возьмем, то это получается у нас 10,5 сантиметров. Если по самой низкой, да, точке взять, то это получается 9,5 сантиметра меньше. Конечно, вы спросите: Оля, как заканчивать данное вязание? Предлагаю. Здесь вы провязываете точно так же веерочек, вот этот вот первоначальный. А здесь вы провязываете просто обычными столбиками без накида. Не делайте арочки, не делайте. Просто проходитесь по веерочку столбиками без накида. Здесь опять делаете веерочек, здесь просто столбики без накида. У вас автоматически ряд выровняется, поняли? А обратно возвращаетесь столбиками с накидом, например, как вот начинали, да, допустим. Вот, если у вас будет палантинчик, не забудьте добавить по бокам еще столбики. Ну, скажем, для красоты 5, 7, 10 столбиков, сколько хотите. Вот, кто вязал данным узорчиком, рассказывайте. Узорчик же не новый. Я около него ходила. Думаю, как девчатам, ребятам, мастерам показать, рассказать, чтобы было понятно, доступно. Ну, надеюсь, объяснила доступно. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить, чтобы вам приходили уведомления. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраните себе в плейлисты, вяжите в удобное для вас время. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.